История Джеймстауна, первой колонии англичан в Америке, с которой начались Соединенные Штаты, хорошо задокументирована. Американские дети учат ее в школе, а потом едят в честь нее индейку в День Благодарения. Но реально Джеймстаун не был первым английским поселением на североамериканском континенте. Первым была колония на острове Роанок, которая появилась на 20 лет раньше. С ней, правда, есть одна проблема. Колонисты бесследно исчезли, и никто не знает куда. Осталось только загадочное послание. Утром 17 августа 1590 года экипаж двух английских кораблей пушечными залпами сообщил о прибытии на небольшой остров у восточного побережья Северной Америки. На борту одного из этих судов находилась важная персона – губернатор местной колонии Джон Уайт. Колония называлась так же, как остров, куда они прибыли – Роанок. Уайт основал ее 3 года назад по поручению сэра Уолтера Рейли, известного искателя приключений и пирата. Рейли был любимчиком королевы Англии Елизаветы I и действовал с ее одобрения. При нем Роанок должен был стать первой полноценной английской колонией в Северной Америке. Застолбить остров англичанам очень хотелось. Первую экспедицию туда еще в 1585 году возглавил двоюродный брат Уолтера Рейли, сэр Ричард Гренвилл, тоже уважаемый в Англии корсар и мореплаватель. С ним приплыл и будущий губернатор Джон Уайт. Тогда он выполнял обязанности картографа и зарисовывал местность. Гренвилл высадил на Роаноке более 100 человек и уехал на полгода, чтобы пополнить запасы. Поселенцы должны были обследовать территорию, собрать все ценное, что можно было унести, а все, что нельзя, задокументировать для будущей эксплуатации. Поначалу все шло нормально, пока не выяснилось, что Британия считает Роанок бесхозным островом, на котором можно что-то собирать и эксплуатировать. У аборигенов было совсем другое мнение. Название Роанок происходит как раз от имени народа, жившего на острове и ближайшей к нему части материка. Индейцы абсолютно не горели желанием делиться землей и, как люди необразованные, не понимали важности геополитических интересов британской короны. Объясняли им эти интересы стандартным для того времени способом. Европейцев было меньше, но зато они сильно превосходили местных в жестокости. Еще в начале экспедиции белые обвинили индейцев в краже серебряного кубка и сожгли целую деревню. После этого вопросов у аборигенов в принципе не осталось. Проблема в том, что такие методы коммуникации не располагают к добрососедским отношениям, а без поддержки индейцев, как вскоре выяснилось, колонисты не могли обеспечивать себя всем необходимым. Устав от голода и лишения, они не стали дожидаться Гренвилла и вернулись в Англию с еще одним великим пиратом Елизаветинской эпохи – Фрэнсисом Дрейком. Однако от идеи покорить Роанок англичане не отказались и скоро вернулись. Британцы тогда мечтали, по примеру испанцев, застолбить себе какие-нибудь владения в новом свете. Остров имел стратегическое значение не сам по себе, а как база для дальнейшей колонизации. До образования Соединенных Штатов Америки тогда оставалось чуть меньше 200 лет. Американский континент представлял собой огромную неизведанную территорию. Никто не знал, что там вообще может быть. Может, золотые горы? Нашли же испанцы золото в Центральной и Южной Америке, а Северной чем хуже. К тому же англичанам надоело, что Испания и Португалия делят между собой мир, пока Англия довольствуется пиратской добычей Рейли и Дрейка. Рейли предпринял новую вылазку в 1587 году, сразу после того, как Елизавета благословила своего любимого пирата на покорение нового континента. На Роанок из Портсмута тогда отбыли 3 корабля. На их борту находилось 117 человек, в том числе женщины и дети. Для них Роанок должен был стать временным пристанищем на пути к окончательной цели – побережью Чесапикского залива, где планировалось основать следующую колонию. Уайт и его подопечные были уверены, что в этот раз у них все получится. Но на Роаноке их глазам открылась унылая и пугающая картина. Разрушенный лагерь и останки одного из 15 человек, оставленных тут в прошлый раз, чтобы удерживать позиции. Что случилось с остальными, неизвестно. Можно предположить, что индейцы продолжили диалог культур. Таким образом, начало у экспедиции получилось исключительно мрачное. К тому же остро
стояла проблема с едой. Колонисты прибыли на Роанок в конце лета и не успели бы ничего вырастить до заморозков. Договориться о поставках с индейцами не получилось. Уайт решил вернуться в Англию и привезти оттуда все необходимое. Заодно он хотел выбить у Рейли бюджет на строительство нового поселения. В колонии Уайт оставил жену, дочь и новорожденную внучку Вирджинию. Уайт рассчитывал, что все путешествие в Англию и обратно займет около 6 месяцев, в крайнем случае месяцев 8. На самом деле оно растянулось на 3 года. Когда корабли вернулись в Англию, оказалось, что начинается война с Испанией. Дипломатический конфликт перерос в открытое противостояние. Испанский король Филипп II желал наказать королеву Елизавету. Та не желала ни возвращать Англию в лоно католической церкви, ни выходить замуж за Филиппа, да еще и поддержала испанские Нидерланды в борьбе за независимость. Начались боевые действия. Елизавета приказала задействовать все английские суда в борьбе с испанским флотом, знаменитой непобедимой армадой, которая, к слову, оказалась совсем не такой уж и непобедимый. Уайту пришлось задержаться в Англии. На остров он вернулся только в 1590-м. То, что он там обнаружил, вызвало у него шок. Точнее, он не обнаружил ничего. Оказалось, что все это время он был губернатором несуществующей колонии. Поселок, где его должны были встречать жена, дочь, внучка и еще 100 человек, оказался абсолютно пустым. Весь день 18 августа 1590 года Уайт бродил по заброшенному лагерю и звал родных, но никто так и не отозвался. Растерянные моряки пытались найти хоть какой-то намек на то, куда пропали поселенцы. И нашли. Правда, улика оказалась настолько расплывчатой, что ничего толком не объяснила. Она состояла всего из 3 букв – «Кро», нацарапанных на дереве в окрестностях поселения. Англичане предположили, что надпись могла указывать на индейское племя Кроатоан. Вот только члены этого племени всегда были дружелюбны и, в отличие от других аборигенов, с белыми никогда не конфликтовали. С чего бы они стали истреблять население колонии? По идее, буквы могли указать и на соседний остров Кроатоан, где жила большая часть одноименного племени. Уайт предположил, что колонисты могли переселиться туда по какой-то причине. Однако проверить свою догадку у губернатора исчезнувшей колонии не вышло. Погода в окрестностях Роанока резко испортилась. Корабли начало относить в море, прежде чем они смогли подойти к острову. К тому же один из них потерял якорь. Уайт вернулся в Англию 24 октября 1590, а 3 года спустя умер. Примерно через 200 лет остров Роанок вошел в состав штата Северная Каролина. А загадка колонии Роанок так и осталась нераскрытой. Она продолжила занимать путешественников, историков, конспирологов и любителей детективов. Почему поселенцы не оставили никакого письма и нацарапали всего 3 буквы? Спасались от кого-то? Но почему тогда в поселке не было никаких следов насилия? Все выглядело так, будто люди в какой-то момент просто снялись с места и ушли. Не было следов болезни, экзотической или какой-нибудь другой. Не было могил, не нашли тел. К прибытию Уайта поселение выглядело абсолютно необитаемым. Версий было много. В принципе, самую рациональную из них озвучил сам несостоявшийся губернатор. Он считал, что колонисты, опасаясь враждебности индейцев, переселились с острова на материк. Уайт даже припомнил, как поселенцы обсуждали возможность продвинуться вглубь континента. О том, что случилось с ними потом, можно только догадываться. Тут ведь и непроходимые леса, и хищные животные, и агрессивные коренные племена. Еще в 1587 году, вскоре после прибытия англичан, индейцы подкинули им в лагерь истыканный стрелами труп. Такие недвусмысленные предупреждения могли вынудить жителей Роанока покинуть остров. Другие очевидные причины – голод, холод и болезни. Колонисты вполне могли перебраться на материк в попытке найти условия получше. На большой земле они могли разбиться на группы и в конце концов обжиться среди индейских племен. Такой прозаичный финал объяснял отсутствие следов насилия, но никак не объяснял буквы КРО. Казалось бы, если переселенцы переезжали спокойно, то могли бы оставить более развернутое послание. Звучали и более экзотические теории, например, что колонистов вырезали испанцы, чтобы отомстить за набеги английских каперов. Конкретно эту версию удалось довольно быстро опровергнуть. Выяснилось, что испанцы и правда побывали на Роаноке летом 1588-го, но там уже не было ни поселенцев, ни строений. Они рады были бы разрушить вражескую колонию, но никакой вражеской колонии не нашли. С годами дело об исчезнувшей колонии превратилось
превратилась из исторической головоломки в поп-культурный сюжет. В 1999-м, например, Роанок фигурировал в мини-сериале «Буря столетия» по сценарию Стивена Кинга. По сюжету колония исчезла под влиянием темных сил. Могущественный маг уничтожил поселенцев за отказ отдать ему на воспитание одного из детей. А в 2016-м судьба поселения стала одной из главных тем 6-го сезона антологии «Американская история ужасов». Одну из самых убедительных попыток разгадать загадку Роанока в 2020-м приняли 2 американских археолога. Они предположили, что жители колонии действительно перебрались на остров Кроатуан, или, как он сейчас называется, Хаттерас. Там их без проблем приняли коренные жители. В качестве подтверждения археологи привели результаты раскопок. За несколько лет на Хаттерасе удалось обнаружить медные кольца, рукоятки от шпаг, серьги, грифельные доски и стекло. Все эти предметы относились к XVI веку и почти наверняка были произведены в Англии. Друзья, у меня в руках новый выпуск журнала «Чтиво», который мы посвятили ночи. Редакции стало интересно, а что, собственно, происходит по ночам? Так уж исторически сложилось, что ночь – это время вурдалаков, поэтов и лихих людей. Именно в эти часы можно увидеть мир настоящим, восхитительным и жутковатым. И найти ответы на множество интересующих нас вопросов. Кто написал «1001 ночь»? Кого боялись наши предки, когда заходило солнце? Как проходили главные вечеринки в истории человечества? Наконец, кто зарабатывает в темное время суток и чем по ночам живут мегаполисы? На обложке нового номера Константин Хабенский, один из главных актеров нашей страны. Мы обсудили, что происходит в театре по ночам и как театру соревноваться с другими современными развлечениями. Кроме этого, я взял интервью у вокалиста группы «Бонд с кнопкой». Часть интервью в журнале, часть интервью на сайте. Дальше мы пригласили колумнистов, которые вспомнили, как вели бизнес по ночам в 90-е и ответили, в частности, на важнейший вопрос – где и что есть после 12? Как я написал в колонке главного редактора, нет ничего более пугающего и притягательного, чем ночь. С раннего детства нам хочется набраться смелости, открыть дверь и шагнуть во тьму. И я приглашаю вас сделать этот шаг вместе с нами и с новым номером журнала «Чтиво». По версии археологов, одна группа поселенцев двинулась в сторону Чесапикского залива, а другая, более многочисленная, обосновалась на Кроатуане. Вполне вероятно, что поселенцы даже не догадывались о панике, которую вызвали. Они просто ждали возвращения соотечественников с припасами. Под опеку к мирному племени они перебрались, чтобы как-то пережить холода. Правда, полностью избежать насилия у жителей Роанока вряд ли получилось. Тех, кто двинулся на континент, почти наверняка ждал несчастливый финал. В те времена индейцы часто воевали не только против поселенцев, но и между собой. Одним из самых воинственных коренных американцев был могущественный вождь Паухатан, который контролировал несколько племен на территории нынешнего штата Вирджиния. Паухатан, как и его отец, проводил политику экспансии. Он хотел создать союз племен, разумеется, во главе с самим собой. На севере его владения как раз граничили с Чесапикским заливом, где жило племя с таким же названием – Чесапик. Вероятно, оно и приняло белых с Роанока. Известно, что в 1607 году Паухатан организовал нападение на крупнейшее поселение Чесапиков. Местные жители были перебиты, а их жилища разгромили. Вполне возможно, что среди жертв той резни были и ассимилировавшиеся англичане из исчезнувшей колонии. Символично при этом, что примерно через месяц после того, как воины Паухатана напали на Чесапиков, неподалеку от места резни все-таки была основана постоянная английская колония, тот самый Джеймстаун. Про исчезнувших колонистов практически не вспоминали, пока в начале 19 века не вышел большой исторический труд, в котором поселенцы Роанока объявлялись национальными героями, которые пожертвовали собой ради будущего основания США.
После этого то и дело появлялись разные сенсационные версии. Например, в 1930-е нашли 48 камней с нацарапанными на них посланиями от колонистов. После громкого обсуждения в газетах оказалось, что, скорее всего, все они поддельные. В 60-е дело, конечно, раскрыли уфологи, как без них. Им было очевидно, что колонистов похитили инопланетяне, ну и так далее. Публику особенно захватил образ маленькой Вирджинии Дэр, первого американского ребенка. Печатались даже патриотические гравюры, на которых поселенцы торжественно крестили девочку. Парадоксальным образом, Вирджиния Дэр еще в конце 19 века превратилась в образ, любимый американскими борцами с миграцией. Мол, не для того наши предки-протестанты тут погибали, чтобы теперь сюда ехали всякие католики из Ирландии и освобожденные афроамериканцы. В 1999 в честь Вирджинии даже назвали соответствующую общественную организацию. Тем смешнее, что Вирджиния Дэр с высокой вероятностью дожила свой век среди индейцев, забыв английский язык и ничего не зная об Англии, которую никогда в своей жизни не видела.